Всем большой привет! Наконец-то первое видео в новом году. Надеюсь, вы его ждали так же, как и я. И сегодня у нас будет не совсем обычный проект. Мы будем повторять трендовое зеркало из ТикТока с рамой из монтажной пены. Оно немножко крейзи, но я давно хотела сделать такое. Вот так вот выглядят эти зеркала. Я думаю, что вы уже встречали их в ТикТоке или в Пинтересте. В общем, я взяла зеркальное полотно 150 на 55 и монтажную пену с носиком. Для нее не нужен специальный пистолет. Я постелила на пол пленку, чтобы пена потом легко от нее отошла. Сделала пробный образец и подумала, что так как зеркало будет стоять на полу, ему нужна какая-то основа. И решила приклеить плотный картон на обратную сторону. Картона, который у меня был, хватило только на половину зеркала, но я подумала, что этого хватит. Приклеила я его на клей для зеркал, который не разъедает заднюю поверхность зеркала. Пену нужно хорошо встряхнуть в течение 30 секунд, и тут начинается самое интересное – запениваем зеркало. Лучше сначала попробовать где-то на отдельном кусочке. Баллон нужно обязательно держать вверх ногами. Процесс очень сложно контролировать, потому что пена идет с разным напором, а курок очень чувствительный. Возможно, с профессиональными пистолетами дело идет попроще. Добавляю пену туда, где получилось мало, и оставляю всю эту красоту застывать на ночь. Нужно выбрать место, где никто не сможет на нее наступить. Итак, пена высохла, низ оказался кривоват, и я решила отрезать лишнее канцелярским ножом, чтобы зеркало стало ровно. И когда я отрезала, я перепутала верх с низом, и оказалось, что зеркало вполне себе хорошо стоит на пене, ей не нужна никакая основа, так что этап с картоном можно пропустить. Я решила добавить зеркалу еще немножко сумасшедшенки и покрасить его в яркий цвет. Зеркало будет стоять в спальне, а здесь у меня есть вот такие лимонные попугайчики на обоях. Я взяла акриловую краску и кистью тамповала поверхность рамы. Там, где были глубокие отверстия, закрашивала кисточкой поменьше. Я не стала закрывать само зеркало при покраске, я решила просто почистить всю поверхность после того, как краска высохнет. Шпателем я убирала кусочки монтажной пены и краску, и потом просто протерла средством для зеркал. Давайте посмотрим на результат. Спасибо, что досмотрели это видео. Напишите, пожалуйста, ваши впечатления. Хотели бы вы себе сделать такой проект? Он очень простой. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И до встречи!